Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос». Это программа о самых интересных людях и событиях отечественной и мировой космонавтики. Поехали! Одно из центральных событий уходящей недели – юбилей основоположника практической космонавтики, выдающегося ученого и конструктора Сергея Павловича Королева. 12 января исполнилось 115 лет со дня рождения нашего великого соотечественника. Сергей Королев появился на свет в 1907-м. В 1931-м совместно с Фридрихом Цандером организовал группу изучения реактивного движения. В 1957-м под руководством Сергея Павловича Королева был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961-м первый космонавт-землянин, советский гражданин Юрий Гагарин. По традиции, делегация Роскосмоса возложила цветы к месту упокоения Сергея Королева у Кремлевской стены. Подробности у наших коллег, журналистов Роскосмос ТВ. Давайте смотреть. Всем смыслом моей жизни стало одно – пробиться к звездам. Ровно 115 лет назад, 12 января, родился Сергей Королев, который именно так говорил о своем призвании. Без него не было бы ни полета Юрия Гагарина, ни запуска первого спутника, ни выхода в открытый космос. Имя главного конструктора было рассекречено лишь в день его смерти. Теперь же к табличке с надписью «Сергей Королев» на Кремлевской стене ежегодно приносят цветы, чтобы почтить память гениального ученого. Сергей Павлович Королев, поскольку занимался пилотируемой космонавтикой, она сопряжена была с риском для людей и колоссальным риском для страны, которая запускала первого человека, шла в тяжелейших послевоенных условиях на то, чтобы стать первой в космосе. Не вспомнить того, чьим именем назван город, не могли в Наукограде Королеве. Я приветствую вас от имени семьи Сергея Павловича Королева. Здесь мой брат Сергей Королев. Не вижу, где ты? Вот Сергей Королев, рядом с ним его дочка Аня, правнучка Сергея Павловича. Мы очень рады, как семья, приветствовать вас здесь. Очень благодарны, безусловно, за поддержание той доброй памяти Сергея Павловича. С раннего утра у дома конструктора дежурило подрастающее поколение покорителей космоса. Ребята из первой королевской школы встречали всех, кто пришел почтить память главного конструктора. Вся история начинается с вами здесь. Помните, мы с вами приходили, я рассказывала об этом доме. Дом очень знаменитый, где Сергей Павлович жил до 1957 года. Но в 1957 году он съехал. Балкон его вот на втором этаже. По всему Королеву многолюдные очереди с цветами, несмотря на мороз. Здесь сотрудники предприятий госкорпораций, руководство округа, ветераны отрасли, дети, студенты и школьники. А старт торжественным мероприятием 12 января дали сотрудники РКК «Энергия». У центрального фасада ракетно-космической корпорации имени Сергея Павловича Королева к памятной доске возложили гвоздики. В доме музея Королева сегодня вспоминали советского ученого за чаепитием. Среди гостей председатель Московской городской думы, летчики-космонавты и внук Сергея Павловича. Моя мама написала книгу «Жить надо с увлечением». Это вот его девиз его жизни – никогда не сдаваться и жить с увлечением. Я бы его спросил, как он это все сделал. Наверное. Вот. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов федеральных медиа, сделал несколько перспективных заявлений. Наиболее интересные из них прямо сейчас в Большом космосе. У нас в этом году, в 2022 году, очень важные события в гражданской космонавтике.
Это возвращение российской космонавтики на Луну, причем на южный полюс Луны, там, где никогда еще не сажались космические автоматические аппараты. И сегодня над этим проектом работает коллектив молодых конструкторов, разработчиков НПО Лавочкина. В этом же году у нас совместная с европейцами миссия отправка исследовательского аппарата на Красную планету, на Марс. Это сентябрь 2022 года. Безусловно, сама станция, которая должна обеспечить мягкую посадку европейского марсохода, она является исследовательской станцией по изучению признаков возможной жизни на Марсе, которая, возможно, когда-то была на этой планете. О чем это говорит? О том, что 2022 год является крайне важным, таким пороговым годом для Роскосмоса. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил темпы строительства Национального космического центра. Готовность монолитных конструкций низкоэтажной части здания составляет 95%. В высотной части 6 этажей из планируемых 47. Строительство должно завершиться в 2023 году. В гигантском здании будут созданы 20 тысяч рабочих мест. Создание центра позволит объединить на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности. Проект строительства НКЦ предусматривает развитие территорий производственного комплекса центра Хруничева, который будет занимать порядка 90 гектаров. Гигантский инженерный корпус способен вместить 20 тысяч конструкторов московских КБ и предприятий Роскосмоса, в том числе 8 тысяч работников центра Хруничева. Первый в наступившем году выход в открытый космос Антон Шкаплеров и Петр Дубров должны совершить днем 19 января. Основная цель внекорабельной деятельности, которая рассчитана на 6,5 часов, это интеграция узлового модуля «Причал». Напомню, он пристыковался к МКС в ноябре 2021 года. Также в числе рабочих задач наших космонавтов установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», демонтаж чехлов экрана вакуумной теплоизоляции, подключение кабелей межмодульной связи Курс-П и ТВ кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки. Смотрите прямую трансляцию выхода в открытый космос на Роскосмос ТВ и официальных медиаресурсах госкорпорации 19 января. Более 10 спутников ГЛОНАСС находятся сейчас в производстве на железногорском предприятии Роскосмоса ИСС имени академика Решетнева. Как уточняет информагентство со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, речь идет о 8 космических аппаратах ГЛОНАСС-К и 4 новейших спутниках ГЛОНАСС-К-2. Первый запуск спутника ГЛОНАСС-К-2 планируется осуществить в этом году. Космические аппараты этой серии должны увеличить точность навигационных определений и обновить группировку системы ГЛОНАСС. Что же касается общего количества космических пусков в наступившем году, то их планируется около 30. Первый намечен на 10 февраля с космодрома Куру во французской Гвиане. Об этом заявил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Первый пилотируемый старт с космодрома Байконур в 2022 году запланирован на 18 марта. Предполагается, что на корабле «Союз МС-21» к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. В 2022 год Роскосмос вступил с максимально возможным кредитным рейтингом. Как отметил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников,
Это подтверждает признание стратегической значимости ракетно-космической отрасли, стабильное финансовое положение и эффективность работы менеджмента. Моя соведущая Юлия Дерябина в студии «Большого космоса» в последние дни минувшего 2021-го записала эксклюзивное интервью с Максимом Овчинниковым, обсудив итоги года ушедшего и планы на наступивший. Давайте смотреть. Это «Большой космос». И сегодня с нами в студии первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников. Максим Александрович, здравствуйте. Эксперт РА присвоил госкорпорации «Роскосмос» максимально возможный кредитный рейтинг. Расскажите, что это значит для госкорпорации в целом и какая работа предшествовала присвоению этого рейтинга? В целом, это, как знаете, знак качества только в сфере заимствования денежных средств. По сути дела, мы получили наивысший из возможных рейтингов как заемщик и можем использовать этот рейтинг при выпуске облигаций и заимствовании средств на банковском рынке. При этом рейтинг распространяется не только на госкорпорацию, но и на основные дочерние предприятия госкорпорации и позволит нам в будущем экономить на обслуживании кредитных средств. Ну и, как я уже сказал, в случае, если будет такая потребность, мы, в общем, сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные инвестиции и инвестиции зарубежные. Это может нам потребоваться при реализации крупных масштабных инвестиционных проектов, которые мы планируем в будущем реализовывать. Максим Александрович, в течение года средства массовой информации неоднократно сообщали о решениях руководства госкорпорации, направленных на улучшение материального и социального статуса наших космонавтов. Вот какие конкретные результаты мы можем увидеть уже сегодня? Во-первых, зарплата космонавтов в соответствии с решением президента Российской Федерации была увеличена практически в 2 раза. Это достаточно серьезное увеличение. Уже космонавты и претенденты в отряд, они это почувствовали. Значит, зарплата уже по факту увеличена. Более того, она пересчитана за весь 2020 год в соответствии с новыми нормативами. Во-вторых, мы предусмотрели для отряда космонавтов и членов их семей специальную программу дополнительного медицинского страхования. По сути, это высокий уровень медицинского страхования, который доступен как отряду, так и членам их семей, как я уже сказал. И это, по большому счету, в общем, повышает сильно благосостояние этих людей. Во-вторых, мы ввели новое страхование от несчастных случаев, от потери трудоспособности, которого раньше не было. И мы, в общем, пошли навстречу отряду, они просили это организовать. Мы также предусмотрели вместе с нашим партнером, это опорный банк ПСБ, предусмотрели очень льготную систему ипотечного кредитования для отряда космонавтов. По сути дела, у них ипотека под ставку 0,1%. Ну, считайте, что это 0. Таких условий нет нигде на рынке. И, в общем, это специальный эксклюзивный продукт, который был сделан специально для отряда. Он уже действует. Как ребята могут, сотрудничая с банком, уже, в общем, получить этот продукт в свое распоряжение и перекредитоваться в том случае, если такие кредиты были. Также был профинансирован строительство многоэтажного дома, это служебное жилье в Звездном. И мы надеемся, что в течение следующего года и 2023 года уже коллеги смогут достроить дом и, в общем, дать в распоряжение отряду служебное жилье. Это тоже замечательно, что мы видим конкретные результаты. Да. Мы за год, в общем, сделали то, что раньше не делалось там десятилетиями. Поэтому в этом плане нам есть чем гордиться. Максим Александрович, а как вы оцениваете в целом финансово-экономический статус ведущих предприятий, входящих в госкорпорацию «Роскосмос»? Какие, на ваш взгляд, наиболее актуальные проблемы в этой сфере удалось решить в уходящем 2021 году? Мы продолжили работу по финансовому оздоровлению ключевых предприятий. Например, центр Хруничева, у которого в 2018 году финансовая дыра была 127 миллиардов рублей, вот на сегодняшний день она составляет 27 миллиардов рублей. То есть один большой
большой хозяйствующий субъект с такой финансовой проблемой. По сути дела, вот мы видим уже свет в конце туннеля. Скажу, что 3 года назад в это мало кто верил. Мы тогда просто пытались предотвратить банкротство. Сегодня это уже более-менее стабильно функционирующее предприятие, которое занимается инвестициями в будущее, которое организовало практически полностью в Омске замкнутый цикл производства ракет-носителя «Ангара», который участвует в проекте Национального космического центра. И нам, по сути дела, осталось 2 года для того, чтобы решить все финансовые проблемы этого предприятия. Да, это для нас такой, вот, знаете, как психологически очень важный момент, потому что он показывает, что нет ничего невозможного. Ну, мы продолжаем работать над совершенствованием. Мы видим, что у нас самое главное, наверное, на сегодняшний день проблема — это исполнение вот тех самых контрактов, которые были заключены еще в 2012, 2013, 2014 годах. Ну, в общем, все делаем для этого. И в этом смысле у нас же сама госкорпорация, все процессы в госкорпорации каждый год подлежат ревизии для того, чтобы мы двигались быстрее. Вот, например, в этом году мы практически 80% гособоронзаказа разместили 2022 года. В 2018 году, когда пришла новая администрация, мы размещали 30% гособоронзаказа текущего года в сентябре или в октябре месяце. То есть мы опередили себя там 2-летней давности, ну, наверное, раз в 5 по скорости. Это кропотливая работа всех практически людей, которые находятся в штате госкорпораций, тематических подразделений, прежде всего, обслуживающих подразделений. Но мы вот переломили эту такую тенденцию, да, и ускорили работу прежде всего в центре, для того, чтобы показать пример кооперации, показать пример отрасли и уже требовать с них быстрых действий, быстрых движений и дисциплины. Мы изменили полностью подходы к страхованию. У нас на сегодняшний день все космические риски страхуются самыми минимальными тарифами за вообще всю историю космонавтики. Несмотря на то, что в мире много аварий, и, в общем, у нас практически нету внутренней емкости перестрахования. То есть мы перестроили все процессы, связанные с бюджетным планированием, бюджетированием предприятий отрасли. То есть очень большая кропотливая работа коллегами была проделана, и она, в общем, рано или поздно даст свои результаты уже в виде экономии средств, в виде повышения чистой прибыли, в виде оптимизации каких-то процессов, ускорения и так далее. То есть мы продолжаем это делать и будем продолжать каждый год. Максим Александрович, очень хочется задать вам вопрос, который часто задают зрители в комментариях Роскосмос ТВ. В целом аудитория очень хорошо приняла мерч с космической символикой, но вот вопрос остается открытым. Когда данная продукция будет более массовой и по конкурентным ценам? Ну, на мой взгляд, она, в принципе, уже массовая в какой-то степени, потому что купить может любой желающий. Цены зависят в том числе и от качества. Мы не собираемся выпускать низкокачественную продукцию, и наши партнеры, с которыми мы работаем, мы им ставим жесткие требования по безопасности продукции, по качеству, и потому что, в общем, мы, понятно, что будем ассоциироваться с этим товаром, и нам бы хотелось, чтобы русский космос ассоциировался с высокими стандартами качества. Поэтому по ценам мы, разумеется, будем работать с нашими партнерами, давить их, в общем, вниз. Но здесь нужно понимать, что чем больше люди будут покупать этой одежды, этих продуктов, тем более конкурентоспособные будут цены. Это, в общем, экономический закон, который мы не сможем преодолеть. На сегодняшний день есть ряд уже партнеров, которые работают. Это и Космомерч, компания Elon Communication, которая делает линейку, достаточно интересную линейку, посвященную планетам, науке, отдельным космическим аппаратам космической техники. Это проект со Стокманом, вы знаете, да, недавно, несколько месяцев назад был старт этому проекту. Ну и у нас, в общем, в обойме есть ряд достаточно серьезных проектов с известными, пока не буду говорить, брендами.
которые, надеюсь, в следующем году будут запущены уже в продажу, и все желающие смогут приобрести себе космическую одежду. Максим Александрович, спасибо вам за интересное интервью. Это «Большой космос». Мы продолжаем. Успешно завершены работы по проекту роботизированной платформы «Маркер». Как заявил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дударов, финальная защита проекта состоялась в Фонде перспективных исследований. Отработана технология автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств. Напомню, «Маркер» уже протестировали на космодроме «Восточный». И, как отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов и других объектов государственной важности. Это «Большой космос». И сегодня с нами на связи директор предприятия «Протон ПМ» Иван Краснов. Иван, здравствуйте. Добрый день. Иван, вот какие наиболее значимые события, в которых принимало участие ваше предприятие в 2021 году, вы могли бы отметить? Для нас этот год был очень насыщенный, довольно тяжелый, но мы, надеюсь, справились с поставленными задачами. И в первую очередь хотелось бы отметить недавний пуск ракетоносителя «Протона», где наши двигатели первой ступени выполнили поставленную боевую задачу, обеспечили вывод полезной нагрузки на орбиту. В очередной раз подтвердили статус самого надежного двигателя. Во-вторых, мы в этом году завершили разработку и приступили к товарным поставкам сердца ракетного двигателя, нашего перспективного двигателя РД-191, и уже прошли первые огневые испытания положительно. Кроме того, мы вывели в финальную стадию, в завершающую стадию реализацию нашего инвестиционного проекта по созданию завода по производству ракетных двигателей на загородной нашей территории. Для нас это довольно значимое событие, ключевое событие, потому что мы связываем с этим проектом перспективу развития предприятия. Отдельно бы хотелось бы отметить участие наших специалистов в моей команде в конкурсах профмастерства, региональных, отраслевых. Мы занимали призовые места. И кроме того, вот на чемпионате High-Tech WorldSkills в национальном первенстве наши специалисты заняли первое место в компетенции литейного производства и внесли существенный вклад в общую победу Роскосмоса в общекомандном зачете. Иван, а как вы оцениваете динамику развития и совершенствования производства в уходящем году? Перед нашим предприятием поставлена колоссальная задача производства до 40 двигателей РД-191 в год, и при этом нам необходимо обеспечить конкурентоспособность ракетоносителя «Ангара» за счет снижения себестоимости производства этого двигателя. В рамках реализации инвестиционного проекта уже вложено решение, обеспечивающее сокращение циклов производства двигателя, но тем не менее нам необходимо уделять большое внимание на потери рабочего времени. В этой связи команда специалистов участвовала в национальном проекте производительности труда, прошли обучение, и в рамках пилотного проекта, который мы открыли в этом году и завершили его, реализовали полученные знания. По результатам мы увидели, что у нас были проблемные зоны, мы приняли все необходимые решения. Более того, мы увеличили загрузку оборудования порядка до 66%, сократили на 40% циклы производства корпусных деталей ракетного двигателя, определяющий цикл производства. Все эти знания, все эти решения мы уже транслировали во внутренние стандарты предприятия, такие как производственное планирование, управление инструментом, регламент обслуживания оборудования. Мы заложили проекты этих решений уже фундаментально на базовом уровне для организации производства на загородной территории. И эти стандарты мы будем там развивать и транслировать. Это позволит нам выполнить эту амбициозную задачу. Кроме того, мы при поддержке Роскосмоса и с правительством Пермского края договорились о концепции развития территории Новой Лиды, об организации там строительства жилья и создании социальной среды для будущих сотрудников этого загородного производства. Уже прошел ряд совещаний, выданные поручения стоят на контроле у губернатора Пермского края. Наша задача теперь с госкорпорацией Роскосмос согласовать программу жилья для наших специалистов.
А какие планы и проекты представляются вам наиболее перспективными в будущем 2022 году? Самая главная, основная задача для нас – это выполнить взятые на себя контрактные обязательства. В первую очередь. Во-вторых, в рамках инвестиционного проекта нам необходимо будет ввести в эксплуатацию производственные мощности, сборочного производства, и на этих производственных мощностях изготовить и поставить первые модернизированные ракетные двигатели для наземной отработки в МПО «Энергомаш». Кроме того, мы в этом году совершенствовали нашу загородную территорию, испытательный комплекс, что позволяет нам надеяться на развитие программ по диверсификации. Ну и, наверное, самая основная задача – это все-таки развитие компетенции нашего коллектива, которая позволит выполнять все поставленные задачи перед нашим предприятием. Спасибо, Иван, и хочется вам пожелать удачи в будущем 2022 году для реализации всех ваших амбициозных планов. Спасибо. Спасибо большое. Уверен, что не подведем. С нами на связи был директор предприятия «Протон ПМ» Иван Краснов. Спасибо, что были с нами. Увидимся в большом космосе.